Снова всем привет, мы продолжаем играть в Моровинт, находимся в лагере Уршлаку, и я загляну сейчас к шаманке. Сразу немножко как бы попрошу прощения, я записываю этот эпизод повторно, потому что произошла техническая проблема с записью, поэтому может быть в пояснениях будет некоторый сумбур или может быть даже какая-то несвязность. То есть я уже тут рассказывал много чего, но это в запись не вошло, поэтому вот именно этот эпизод записывается повторно. Нам нужно стырить у нее вот эту метку пропильона. Вот она. Она ее не продает. Это я уже смотрел, знаю. Вот, поэтому у нас единственный вариант ее просто спереть. Это можно сделать, если заныкаться вот здесь вот за костерком, используя телекинез. Вот. Никакого штрафа нам не дали. Соответственно, все, выходим. И отправляем нашего орка в Альдрун. В Альдрун, потому что нам нужно ему наварить зелий. Так, ну и сам я тоже, соответственно, тем же путем через Гнисис. Ну, то есть тем же путем в смысле телепортации. Так, ну и Вальдрун, соответственно. Значит, зелий нужно наварить нам на восстановление здоровья, восстановление магии. Ну и там до кучи запас сил тоже сварить. Но и это еще не все. Из того, что нужно сделать, давайте сразу я посмотрю. Уровень у нас, значит, повысился недавно. Это хорошо. Но пока никаких бонусов нет. А хотелось бы получить все-таки бонус к интеллекту, чтобы хоть какой-то бонус получить. А к интеллекту у нас вот безопасность мы качали. Я думаю, что я снова качну безопасность. Потому что мы отправимся к этой вот Хредитте, и там качнем колдовство. А колдовство у нас тоже отвечает за интеллект. А вот сколько мы качнем колдовства, я не знаю, но явно не 10. Потому что здесь у нас уже 1 из 10 навыков повышен, а пока будем идти, наверняка качнется еще что-то. Вот наверняка зачарование качнется, если будем еще перезаряжать сейчас. Ну, наверное, алхимия сейчас качнется несколько раз, она тоже на интеллект. Давайте сейчас наварим зелье, а потом уже подумаем насчет прокачки дальнейшей. Во-первых, значит, нужно его починить. Потому как путь там предстоит не то чтобы дальний, но битвы там будут. Битвы обязательно будут. Так, этот заряжен, хорошо. Давай-ка ты постоишь. Добро пожаловать. Да-да-да. Боги всегда хранят. Как будто первый раз меня видит. Конечно же, я перегружен. Мы используем навык кузнец. И вот таким вот образом. Так, теперь мы ему вернем все, кроме сапог, но, по-моему, я это уже показывал. Так. Меч тоже пока что я ему отдам. Ну, хотя, блин, нет. Давайте-ка все-таки при мне он побудет. Молотки верну. И мы, конечно же, воспользуемся сопротивлением. Так, и сапоги тоже, соответственно. Отлично. Входим.
Здесь мы восстановим, позже восстановим магию. Сначала займемся алхимией, только хотел сказать зачаруемся, но нет, именно займемся алхимией. Так это у нас на продажу, кстати говоря, надо будет его прихватить с собой, наверное. Один из них у нас на продажу, также я заберу скуму, тоже на продажу. Девчонка там богатая, практически как это Налькария. Так, давайте посмотрим, что нам понадобится, значит, из ингредиентов. Восстановление здоровья. Восстановление здоровья. По-моему, вот это тоже восстанавливает здоровье. Но вот изумруды возьмем, вот эти проклятые, поскольку они, видите, не стакаются. Восстановление маны, естественно. Так, это скорость, это у нас запас сил. Давайте возьмем на запас сил тоже. Что там дальше у нас? Тоже вот это запас сил. Так, нет, это не надо. Вот это возьмем на магию. Здоровье. Вот это тоже, по-моему, восстанавливает здоровье. Слезы корпуса. Ну и на магию тоже. Ну и вроде бы все. Все ингредиенты на месте. Используем алхимию нашу. Только сохранимся давайте. Ну и пошло дело. Значит, прежде всего восстанавливаем магию. Так. Вот так. Я сразу ставлю здесь с запасом соточку. Вот она и алхимия. Так. Еще 8 зелий. И снова повысилась алхимия. И вроде бы у нас... Нет, так это не работает. На восстановление магии получается больше ничего у меня нет, да? Из парных ингредиентов. Ну, теперь давайте здоровье тогда. 3. А, это не восстанавливает. Вот это. Да, вот это восстанавливает. Похожи просто иконки. Это Виквит, а это пыльник, да. Так. Запас сил восстановим. Но и про здоровье надо помнить. Так, так, вот. Еще и увеличивает удачу. Какое хорошее зелье. Смотрите, давайте-ка сделаем одно. Но это... Что у нас там по здоровью еще было? Все, что ли? А, вот восстановить здоровье. Точно. Раз. Два. Это уже запас сил. По здоровью получается все. Ну, давайте запас сил тоже. Это нет. Это все не то. Алхимия до 40 выросла. Восстановить удачу и восстановить запас сил. Ну нет, наверное. Восстанавливать удачу, наверное, не будем. Ну нет, это нет. Ну и все получается, да? Перестань баловаться. Что мы имеем? Крутое восстановление запаса сил. Причем много. Восстановление здоровья тоже довольно крутое. Причем с увеличением удачи. Аж на 90 пунктов. Блин. Я боюсь, как бы я после этого зелья не поймал какой-нибудь жесткий отходняк. Когда удача упадет в 0. И все.
Надо, наверное, его выложить. Что-то мне оно не нравится. Как-нибудь, может быть, я проэкспериментирую так. Вне, как бы, геймплея. Именно, ну, чтобы не запороть прохождение. Так, здоровье, здоровье, магия. Понятно. Но восстановление магии меня радует. Только не радует меня вес. Вот это вот. И вот этого тоже. У нас перевес значительный. Несмотря на то, что я основные тяжелые вещи такие выбросил. Ну, выложил, в смысле. Хотя нет, еще же эти. Но все равно перевес. Поэтому силу тоже надо качать. Зельев приходится таскать кучу. Меч еще этот, блин. А кто-то говорил мне в комментариях, сделай боевого мага. Тут как бы не знаю, боевого мага-то не нравится мне, короче, эта идея. Да, скуму я еще взял, но она всего 5 весит. Ладно, будем считать, что с алхимией мы закончили. Теперь смотрим на прогрессию. 4 и бонус к интеллекту 2. Соответственно, если мы возьмем еще колдовство, у нас, наверное, будет бонус к интеллекту. Но хоть сколько-то. Поэтому, вы знаете, я, наверное, безопасность... Вот не безопасность, а... Ну да, безопасность. Качну еще немного. Я хотел сначала вот этот навык красться прокачать, чтобы получить повышение по гильдии воров. Нам нужно 15 сделать. Но она дает бонус к ловкости. Смысла в этом сейчас большого нет. А безопасность я пойду несколько раз качну, чтобы нам точно получить бонус к интеллекту. И зарулим еще в гильдию бойцов, чтобы получить бонус к силе. И там тоже качнемся. Давайте вот сюда сначала. Кто тут обучает чему-нибудь? Защита. Защита на ловкость. Это выносливость. А вот, кстати, и красться навык. С какого-то хера в гильдии бойцов. К чему все это? К чему все это? К прокачке. Так, тут никого нет. Посмотрим, что у нас Перциус. Может быть, он обучает. Нет, он ни хрена не обучает. Говорите свободно. Да я и так говорю свободно. Материться только не хочу. Вот. Так, а вот этот товарищ чему у нас учит? Стой, 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 стой. А ничему не учат. Что-то гильдия бойцов какая-то это. Вот, кто нам нужен. Секиры нам нужно повысить. Внезапно, да? Рассказываю. Значит, сначала я восстанавливаю запас сил. Затем я применяю на тебе навык красноречия свой. Через это мы тоже прокачиваемся. Ой-ой-ой, не сразу. Сначала убеждение. Так. Затем я применяю навык торговли. И поскольку мы с тобой давние друзья, ты меня обучаешь секирам за 5 единиц. Но это, конечно, барство уже. Я здесь погорячился. Наверное, тратить ману мы на это не будем. 2. 3. 4. 5. Испытывать судьбу, осторожнее надо. Тихо. 6. Что ты ходишь-то туда-сюда? 7. 8. 9. И 10. Итого, значит, мы имеем бонус к силе 5. Сила, интеллект, удача. Да, это то, что нужно. Теперь мы идем, качнем безопасность. В гильдии воров мы это делали, да, по-моему? У бармена там вроде бы. Я думаю, что там тоже я тратить ману на вот это вот баловство
С торговлей не буду. Цены смешные, денег у нас изрядно, поэтому давайте, как есть уже. Отношения я у нее уже повышал, но почему-то 92 стало. Вот этот момент мне не нравится. Давайте мы Данный момент ты меня очень интересует. отношения таки повысим. Хотя бы там до 99. О, сотня. Ну и обучаемся безопасности. Ну, несколько раз. К интеллекту 3. Ну и там мы повысим тоже, да? Ну, давайте для надежности, чтобы уж прям точно. Ой. 4. Ну теперь точно мы получим бонус. А, 2 все-таки паука. Смотрите, вот раз и 2. Теперь наш путь лежит... Куда наш путь лежит? Наш путь лежит в Дагонфелл. Я в твоем распоряжении, браток. Я знаю. Значит, зелье ему отдаем. Восстановление здоровья прежде всего. Вот эти вот. Вот эти вот. Вот это тоже пусть жрет. Не знаю, как он будет, в каком порядке их расходовать. Но мне бы тоже не помешало, кстати, зелиться. Восстановление здоровья. Поэтому давайте возьмем какое полегче. 21. Нет, это ему. Вот это вот мы возьмем себе. Так, на всякий случай, чтобы было. Заряды, кстати, восстановились, но пусть пока обходится вот этим. И отправляем его в Дагонфелл. И сам я, соответственно, тоже через гильдию магов, через Садрит Мора, водным путем в Дагонфелл. Опять вот не знаю, в какой именно серии я говорил о своих планах дальнейших, в этой, либо, ну, которая не попала в запись, либо в предыдущей. Но на всякий случай я повторю, что мы отправляемся в Дагонфелл с тем, чтобы попасть в Данмерскую крепость. Все время у меня вертится на языке руины. Все руины, руины, пещеры. Вот, в Данмерскую крепость Ротеран. Она располагается к югу от Дагонфелла. И в этих руинах, да, в этой крепости располагается пропильон. Пропильон Вален Вариона, метку к которому мы добыли у шаманки. И вот через этот пропильон мы попадем в Вален Варион, а именно варочный зал, в котором живет нужная нам учительница. Учительница это обучает алхимии до сотни, и этим она знаменита. Но сейчас нам алхимия как таковая не нужна для прокачки. Именно через учителя. А нам нужна два навыка: колдовство и мистицизм. И обоим им она обучает, ну, не до сотни, но значительно. Там что-то около 80, по-моему. Мы же будем учиться у нее не мистицизму, а именно колдовству. В этом эпизоде, если успеем дойти. Так, Дагонфелл. Ночь, правда, начинается. Вечер, точнее, сейчас. Вот. Это то, что я хотел сказать. Такой план. Но, опять же, поскольку я уже эту серию записывал, я знаю, что на пути там есть пещерка. В этой пещерке контрабандисты живут. Я в нее заходил в неудачной серии. Их там целая куча. Ничего ценного я там не поднял. Абсолютно ничего. Несколько монет, буквально несколько зелий. Банок вот этой скумы. Поэтому, наверное, знаете, в этот раз я туда заходить не буду. Потому что мы потратили сейчас время на алхимию. А в пещере это, ну, в принципе, это недолго. Мы потестируем... Ой, Сдавайся. потестируем нашего... Где он? Вон он. Вот этот вот эффект.
Ну все, он что-то застрял. Давайте отбежим. Тут еще крыса, блин. Сейчас сагрится. В принципе, по времени мы должны успеть дойти до Ротерана. Но этот Ротеран известен также и тем, что там хранится один из артефактов. А именно ледяной клинок монарха. Для того, чтобы его заполучить, нужно Ротеран зачистить. А вот этого мы точно не успеем, если будем отвлекаться на пещеры. Как-то так. А обратного пути из Ротерана у нас как такового не будет. Вот я сейчас опять трачу время, глядя, как бьют орка. В то время как у меня есть кольцо молнии, я мог бы ему помочь. Рельеф здесь неудачный, видите, поэтому он не попадает. Наконец-то. Вот, значится. Какой план? План простой. Идем в Ротеран, в пещеру не заходим. Не то чтобы там в этом Ротеране сложно, там по сути всего одно помещение такое основное, которое нужно зачистить. Но народу там столько. Опять же, я это место уже вот буквально недавно зачищал. То, что не попало на запись. И знаю, что там все очень сумбурно и много суеты. Еще я знаю, что я забыл восстановить ману. С какой стороны тут лучше пройти? Наверное, вот слева, да? Да, здесь вот тропинка. Я думаю, что вот он. Этот Ротеран. На улице там бродят две данмерки, они не агрессивны. Вот про эту пещеру я говорил. Здесь толпа народу и никаких ценностей. Две данмерки не агрессивны, также помещение с каким-то агрессивным данмером и, собственно, арена, которую нужно зачистить. Ну и арочный зал. Вот это большое помещение, это арочный зал, там совершенно ничего нет, кроме самих вот этих пропильонов. Так, вот этот вот домик как раз с агрессивным данмером, общая хижина. Мы здесь сохранимся. Я приготовлю невидимость. У него, смотрите, какой-то... Что это? Дайкатана получается, да, стальная? Неплохо дамажит, смотрите. Но это ему нисколько не помогло. Давайте орка подлечим. Он светится у нас теперь, как, я не знаю даже, ходячий фонарь. Надеюсь, те, кто все время писал, что темно, теперь рады. Дайкатана, отравление 3-7 пунктов. Но зарядов всего 20. Но вот он несколько раз пробил орка и потратил 4 заряда. 1.27. Так, а ну-ка здесь. А, я не поднял. Слушайте, вот в этой пещере, кстати, в которую мы не зашли, я там поднимал клеймору серебряную, зачарованную. Вот, кстати, метка Ротерана, тоже ее возьмем. Но поскольку в пещеру мы не заходили, поэтому Дайкатану эту мы возьмем, отдадим ее орку как раз таки на то, чтобы он бился со всякой мелочью. Посмотрим. Вряд ли он, конечно, будет использовать, учитывая, что у него есть призванный меч. Но здесь мы тоже полутаемся немного. Здесь рандомный лут. Тоже довольно бесполезный в целом. Разве что вот ингредиенты немножко. Так, и внезапный здесь замочек. Так. Ой-ой-ой. Монетки эти я собираю, потому что трачусь на телепорты. Он еще и скуму жрал здесь, смотрите, в одиночестве. Явно. Трачусь я на телепорты, и поэтому хочется мне все-таки
компенсировать эти затраты хотя бы так. Понимаю, что крохоборство, но ничего поделать с собой не могу. Ну и самое интересное. Арена. Значит, я здесь восстановлю магию. Так вот. Мы отдадим орку катану. А вот это вот пока заберем у него. Также я заберу у него амулет, чтобы не было соблазна у него применять его. Так. Кроме того, перед тем, как сюда заходить, мы призовем себе на помощь. Я думаю, что... Даже, знаете, нет, давайте поступим по-другому. Не так, как я делал первый раз. Потому что вся эта суета мне очень не нравится, которая там начинается. Мы оставим орка пока здесь. Внезапно. Добро пожаловать. Возьмем с собой Атронаха. Вот у меня есть иниевый Атронах. Он довольно мощный. Давайте-ка мы сразу ночной глаз. Затем иниевый Атронах. Сохранимся. И заходим. Вот он сразу пробивает по площади то, что я и говорил, блин. И меня прямо вот сразу же... И сагрились эти еще ребятки. А Атронах, смотрите, он лупит сраного духа предков зачем-то. Тоже, кстати, светится. Я уже это показывал. Так, а вот этот лучник... А, все-таки его пробило, смотрите, по площади. Хотя бы часть народа он здесь покоцает, я надеюсь, чтобы нам с орком было попроще. Так, Атронах все, да? Огненный Атронах тогда. И сразу невидимость. Хотя здесь данмеры. Данмером этот огненный Атронах совершенно никак не задамажит. Ну хотя бы рукой. Этот гад луч этого призывает духа предков. Хотя он, смотрите, лучник и маг при этом. Ой. Ой, не то. Не то, все не то. Что вот я сделал? Вот что я делаю, дурачок? Там Дримора уже активизировался. А главный маг, значит, ниже стоит. Это какая-то безоружная тетка. Вот еще какая-то тетка стоит. Так. Пока действует. Оп. Опять сумбур. Опять сумбур. Но наверное, все-таки пора призвать орка. Чтобы дурью не маяться. Я пообедаю твоими Пусть он тут наводит шороху. пообедаю твоими косточками. Там главный маг еще не вступил в битву. Вот он, кстати. Я думаю, что у него нет шансов. Еще в толпе он что-то мог изобразить. А поскольку толпу мы раскидали атронахами, тут у нас остался Дримора за дверью. За дверью остался Дримора, и мы, конечно же, используем отпирание. Дримора и 2 скампа там. Значит, заключение, конечно же, на Дримору. Так. Отлично, смотрите, отлично. Дело-то пошло. Ну давай. Ты умрешь здесь. Что-то побежал куда-то зачем-то.
Кончились заряды, что ли? Походу, да. Или нет? Нет. Так, заключение обновляем. Ты умрешь здесь. Поскольку это Дремора непростой, а по-моему владыка. Я пообедаю твоими косточками. Да, заряды кончились. Нет, не кончились. Что-то как-то он через раз срабатывает. Все, наконец-то. Да, это у нас владыка. Прекрасно. Ну, чё? Тут еще есть одно дело. А именно вот здесь вот сидит Никс Гончая Моровая. Где у меня отпирание Андузи? Есть еще одно здесь важное дело. Я первый раз запорол, когда здесь ходил. Сейчас мы постараемся исправить. Кое-как завалил эту гончую. Здесь стоит тетка, которая является учителем. Я вот только... Контракт истек. Да ты что, блин? Ты только это... Понятливый, Слышишь? все в порядке. Добро пожаловать. Вот. Я думал, сейчас он смоется с моими вещами еще. Да, вот она, эта тетка. Она тут говорит, что ее захватили, раздели и одурманили разум. Предлагает найти ее кольцо. Так, Хаджита тут нас приветствует, но, в общем, она просит принести кольцо, и как только мы ей дадим, оно с эффектом божественного вмешательства, она тут же исчезнет. А она обучает, и мне интересно посмотреть, чему она обучает. Чего ты хочешь? Ага, ничему не обучает. Как бы ее приказ. Но приказ мы сейчас не можем использовать, да? Надо восстановить ману. Может быть, тогда. Все равно нет. 0. Шанс 0. Да, только верни кольцо и все. Я, честно говоря, не знаю, как ее разговорить, чтобы можно было воспользоваться ее услугами. Вот, этих всех ребят, конечно же, мы отпустим, освободим. Для этого нам нужно залутать главного здешнего. И вот невольничий ключ у вот этой подруги. А главный вот он. А у него самое интересное, это вот этот ледяной клинок монарха. Удар холода 10-40. И вес, обратите внимание, 60. Вот насколько. Прямо сильно он нас перегружает. Вот оно, это кольцо, которое от нас требует. Также здесь вот мантия, ее же, по идее, с эффектом паралич на удаленную цель. Но вроде бы ее не забирают, когда она уходит. Она забирает только кольцо, и все. У этих ребят вроде бы ничего ценного особо не было. Да, тут дешевое барахло. Меч грозы, но тот меч, который мы двуручный взяли, вот он почти такой же, но только двуручный. А этот тоже 3-7 пунктов, но одноручный. Но я в любом случае не унесу. Да и ни к чему столько оружия. Так, здесь ни черта. Здесь вот еще одна была, но она, походу, там где-то убежала. И сдохла не здесь. Также скампик. Еще один скампик. Ну и рабы. Я чувствую, что могу без страха говорить с тобой. Освобождаем. Теперь надо как-то через них пройти. Отдаем кольцо, она сразу же исчезает. Видите, даже никакого шанса с ней поговорить нам не оставляют. Остается только освобождать здесь всех рабов. И, в общем-то, к Пропильону уже и отправляться. И по времени я вижу, что да, мы
потратили лишнее время на алхимию. И через это как бы хронометраж ролика изменился. Ну, вот это вообще локация. Здесь очевидно, что вот эти маги собирают рабов, плюс вот девку какую-то прихватили. Вот этот вот тоже был рабом. И стравливают их с Дриморой, видите, со скампами, также с Никс Гончей. Ну, а мы все это развлечение, в общем-то, прекратили. Хотя мне непонятно, если они запустили к этим рабам Дримору, причем владыку, какой смысл сюда пихать еще и скампов и Никс Гончу, пусть и Моровую. Как бы тут Дримора всех раскидает, включая скампов. Ну, кто я такой, чтобы судить чужие развлечения, да? Все, значит, мы отправляемся в Валенварион, а орка своего Скума она не покупает, кстати говоря, зря ее взял. Орка мы отправляем вместе с ледяным клинком, и вот с этой вот Дайкатаной мы отправляем в Альдрун. Нам он здесь больше не нужен. Через пропильон он с нами не телепортируется. Идем на выход. Ну, Сумбура полностью избежать не удалось. Первый раз, когда я сюда зашел, было гораздо хуже. Тут началась такая суета, я несколько раз сдох, перезагружался. А в этот раз лучше обошлось. Значит, здесь у нас пропильон Индорианион и Валенварион, который нам, собственно, и нужен. Вот она, это Абель Хридитте. Мы видим, что она торгует вот зельями эксклюзивными, также инструментами Грандмастера. Но прежде чем что-либо с ней делать, мы должны отдохнуть, повысить ее отношение, естественно, до максимума. Она и так неплохо к нам относится. Давайте до соточки постараемся сделать. Ну, тяжело. Как-то она не очень склонна к диалогу. Ну, 99 нормально. Кто она вообще? Просто алхимик. Просто 25 уровень. Серьезная тетка. Но она и так вот говорит, что она Хридитте, алхимик. Теперь мы используем... Посмотрим, кстати, что она. Да, вот эти зелья, инструменты. Причем, видите, два. Один, получается, стоит на столе, а другой у нее в кармане. И 3000 монет. И я не взял свою ступку, которая у меня на продаже стоит. Но зелье я продавать я не буду, поэтому мы просто будем повышать навык торговли и обучаться. Значит, нам нужно повышать колдовство. Давайте посмотрим. До повышения уровня у нас 6 навыков нужно повысить, поэтому берем торговлю и пошло-поехало. За 143. Колдовство. Во-первых, колдовство нужно для того, чтобы получить бонус к интеллекту. Во-вторых, чтобы хоть как-то мы могли хоть кого-то призывать более эффективно. Потому что даже клан Фира я толком призывать-то не могу. Вот и уровень. Его мы можем прямо здесь и повысить. Значит, мы берем силу, интеллект и удачу. 12 уровень. И смотрим. Все у нас по нулям, никаких бонусов пока что нет. В последующем я буду тем же путем, то есть через Дагонфелл бежать до Ротерана и сюда телепортироваться. Но перед этим нужно для получения бонуса будет повысить безопасность для интеллекта. Ну и для силы что-нибудь тоже, то есть чтобы нам получать бонус к силе, к интеллекту, который у нас очень скоро уже приблизится к сотне и превысит за счет кольца.
Ну а на этом на сегодня, пожалуй, все. План выполнен. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.